Добрый день. Снова на связи я, Игорь Кандидатович Гиркин. Недавно в интернете появилась лживая информация, что, мол, я иду в президенты. Хочу это опровергнуть. Никакая она не лживая. Я действительно иду в президенты Российской Федерации. Ну или того, что от нее останется к тому времени. Кто-то, возможно, скажет, что мне нехрен делать. Я отвечу, так и есть, мне тут реально нехрен делать. Поэтому я и решил баллотироваться. А почему, собственно, нет? Чем я хуже Путина? Сидеть где-то подальше от людей, не понимая, что там происходит снаружи, я могу. Второй месяц уже это практикую. Но вот правда, чем я хуже? Выгляжу я, как и он, паршиво. Здоровье у меня, как и у него, ни к черту. Замашки у нас с ним одинаковые, имперские. И в случае необходимости я готов с ним, так сказать, помериться имперцами. Хотя такую маленькую линейку еще надо поискать. Что еще? Гаага мной интересуется не меньше, чем Путиным. А следовательно, не ездить по всему миру я смогу так же, как он. Во внешней политике тоже мало что изменится. Уверен, что всем мировым лидерам на меня будет так же насрать, как и сейчас на Путина. Тем более, что его все эти 8 лет водили за нос. А мой нос, можно сказать, девственно невоженный. Хотя я и неоднократно совал его куда не надо. Можете спросить у моей супруги, она подтвердит. Чем мы еще с Путиным похожи? Ну вот, например, он обещал взять Киев за 3 дня, я же обещаю взять Вашингтон за 3 месяца. Как видите, я такое же трепло, как и он. Но в отличие от него ставлю более реалистичные сроки. Идем дальше. Целоваться в засос с Лукашенко? Ну, я лично против. Но если Родина скажет «надо», я готов. Но при одном условии, что он сбреет усы. Во-первых, я не собираюсь обмениваться с ним усопожатиями. А во-вторых, я считаю, что усатый диктатор в этом мире должен быть один. И уж точно не картофельный. Теперь поговорим о том, чем я лучше действующего президента. Ну, как минимум, государству не придется тратить деньги на содержание моих двойников. Поймай на улице любого забулдыгу, наклей ему усы, вот тебе еще один я. Ботокс с меня тоже колоть не надо. Дайте мне 1,5 пива, и на утро я буду не менее опухший, чем после уколов. Мне не нужны все эти кортеджи, чартеры, офшоры и прочие неудобные слова с буквой «Р». Более того, в отличие от Путина, я четко знаю, как за 3 дня завершить эту спецоперацию. Нужно просто гордо сказать, что мы завершили, и за 3 дня быстро сдрыснуть из Украины. При этом демонстративно громко хлопнуть дверью, пока украинцы сами по ней не хлопнули. А хлопушки для этого на 700 километров и дальше у них уже появились. Да и в конце концов, кто я такой, чтобы не идти в президенты? Навальный и тот в свое время пошел. Правда, потом сел. У меня же другая стратегия. Я сначала сел, теперь осталось только пойти. Мы тут, кстати, с местным вертухаем уже набросали несколько предвыборных лозунгов. Вот парочка из них. Нахрена вам Путин Вова, голосуйте за Стрелкова. Или, например, Путин Вова нахрена, голосуй за Гиркина. Вот еще хороший. Хочешь жить не как в сортире, ты отдай свой голос Гире. И добивка хорошая. Не отдашь свой голос мне, так и будешь жить в дерьме. Или вот, например, лозунг для среднестатистического россиянина. Хочешь хряпнуть водки на ночь? Все решит Игорь Иванович. Ну и вот этот, на мой взгляд, самый удачный. Лучше старого болвана Игорь Гиркин, сын Ивана. Эту рифмочку, кстати, мне начальник тюрьмы подкинул. Поэтому повторюсь, я иду в президенты. Тем более у меня уже есть своя партия потрепанных содержантов. Это рассерженных патриотов. Плохо, конечно, что там нет ни одного патриота, да и рассерженных там особо не осталось после того, как меня арестовали. Ну ничего,
Можно просто переименовать в партию в клуб добродушных предателей. Так даже красивее звучит, да и по сути правдивей. И я уверен, что за меня отдадут голоса большинство россиян. Но еще больше я уверен, что все эти голоса в результате никто не учтет. Потому что в нашей стране так всегда. Голосуй, не голосуй, все равно получишь Владимира Владимировича.